Добро пожаловать на наш канал! Сегодня поговорим про Константина Сомова, русского художника, который получил известность как автор нескромных рисунков, хотя считал их пустыми. Константин Сомов – особо прославившийся как автор сборника гравюр «Книга маркизы» и фривольных иллюстраций, вдохновленными стилем рококо и галантным веком. Вот только он сам эти работы серьезными не считал. Пустая коммерческая вещь только на продажу. И несколько жалко, что и сейчас Сомов воспринимается как художник легкомысленных сценок, хотя были в его активе замечательные графические работы, тонкие психологические портреты и красивые пейзажи, нисколько не уступающие по качеству исполнения лучшим мастерам жанра. О жизни и творчестве Константина Сомова поговорим в этом видео. Быть художником, или по крайней мере, связать свою жизнь с искусством Константину было предопределено с детства. Его отец занимал видную должность в Эрмитаже, а потому в доме принимали немало художников и искусствоведов, вели обстоятельные разговоры об искусстве, да и в Эрмитаже маленький Костя забегал очень часто. Так-то неудивительно, что кроме Константина, художницей стала и его родная сестра Анна, а старший брат Александр работал искусствоведом. Константин учился в петербургской школе Карла Мая, очень престижной и передовой, где подружился с будущим знаменитым критиком Александром Бенуа и журналистом Дмитрием Философовым. Они и задумались о новом искусстве, где не было бы выхолощенности и закостенелых традиций академизма. Вначале был кружок «Невские пиквикианцы», а позже, когда к нему присоединились Сергей Дягилев и Леон Бакст, на основе этого кружка и было организовано творческое объединение «Мир искусств», сыгравшее ключевую роль в становлении русского модерна. В него вошли Константин Коровин, Валентин Серов, Михаил Нестеров, Виктор Васнецов, Михаил Врубель и многие другие. Но одним из отцов-основателей мира искусства был именно Сомов. В 1888 году Константин Сомов становится студентом Академии художеств, и у него было весомое преимущество перед многими другими приезжими юными художниками, например, Василием Перовым, Виктором Васнецовым, Исааком Левитаном и прочими, кому не так повезло с родителями. Париж юный Костя Сомов впервые увидел в 9-летнем возрасте, и ему не нужно было стараться получать пансионерскую поездку в Европу. Благо, воочию со всеми шедеврами живописи он мог познакомиться и за родительские деньги. А в 1897 году, уже после 11 лет обучения живописи в Петербурге, Сомов перебирается в Париж. Там столица живописи, там обосновались старые друзья Дягилев и Бенуа. Там можно любоваться картинами импрессионистов и думать о новых путях в искусстве. Правда, далеко не все знаменитые художники, увиденные Сомовым в Париже, ему понравились. Гоген очень хорош, а вот мазне Матисса искусства вообще не вижу. Сезанн написал несколько отличных натюрмортов, но его обнаженное купание прямо-таки прескверны. А творчество Ван Гога не только не гениально, но и вообще воплощение дурного вкуса, говорил Сомов. Сомов нашел себя в графике. Рисовал обложки для журнала «Мир искусств», иллюстрировал произведения Пушкина, Гоголя, Бальмонта и многих других писателей. А вскоре пришла и популярность, правда связана она была со сборником легкомысленных гравюр «Книга маркизы», которую поначалу даже не издавали в России, и лишь в 1918 году, после всех революционных потрясений, выпустили небольшой тираж на подпольной типографии. После революции Сомов затаился, старался никак не проявлять себя и при первой возможности уехать за границу. Правда, это получилось лишь в 1923 году, когда поехал в США как уполномоченный выставки русского искусства. Обратно он уже не вернулся. В 1928 году купил квартиру в Париже и основательно занялся работой. Написал множество портретов и пейзажей, создал серию изумительных акварелей, искренне тоскуя по своей навсегда утраченной родине. В 1910 году Сомов подружился с 18-летним натурщиком Мефодием Лукьяновым. Вскоре их отношения перешли границы дружбы и продолжились вплоть до самой смерти Лукьянова от туберкулеза в 1932 году, который тогда был практически приговором. Даже эмиграция Лукьянова из России и тихая жизнь в Гранвилле, где он приобрел для себя ферму, смогли лишь замедлить течение болезни. А Сомов продолжил жить в Париже, писал картины и тихо умер на руках своего приятеля Брайкевича в 1939 году.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора. До новых встреч!